Его нашли на рассвете. Горло перевязано льняными полосами, глаза закрыты. Дворец ответил тишиной, стражники смотрели в пол. 3000 лет это убийство числилось нераскрытым. Не потому, что следов не было, а потому, что те, кто знал, хранили молчание. А те, кто не знал, ни о чем не спрашивали. Советники пришли утром. Дверь в покое оказалась не запертой. Стражник, которому было поручено охранять эти комнаты, нигде не нашелся. Гонец пошел к визирю по пустому коридору. Писец развернул свиток, обмакнул калям в чернила и начал записывать то, что еще не имело имени. Первые слова государственного документа рождались в тишине. Зал приемов стоял пустым, трон без фараона. Скипетр и цепь лежали там, где их оставили накануне вечером. Старый слуга мел пол у дальней стены, не поднимая глаз. За воротами дворца Нил стоял совершенно неподвижно, равнодушный ко всему, что происходило внутри. Мир за этими стенами еще ничего не знал о том, что произошло. В тот день жрец Амона вложил в его руки крюк и цепь. Белая корона Верхнего Египта и красная корона Нижнего слились в одну. Весь двор преклонился. Рамзес III стал фараоном около 1184 года до нашей эры. Живым богом на земле, последним по-настоящему великим правителем нового царства. На 5-м году правления разведчики привезли тревожные новости с запада. Ливийские племена Машваш и Сипет шли к границе с семьями, со скотом, со всем, что у них было. Это было не набег, а переселение целого народа. Рамзес выслушал доклады военного совета и отдал приказ выступать. Армия Рамзеса вышла навстречу на всей мощи. Колесницы развернулись на западной равнине, лучники заняли фланги. Удар пришелся в полдень, ливийская пехота не выдержала и начала отступать. К вечеру перед писцами фараона уже стояло больше 6000 пленных. Первая угроза была устранена раньше, чем успела превратиться в катастрофу. Победу записали на папирус и высекли в камне. На первом пилоне Мединет Абу-Мастера вырезали все с точностью очевидца. Колесницы в движении, ряды связанных вождей, поверженные знамена. Рамзес не просто выиграл сражение, он превратил его в постоянный урок для всех, кто придет после него. На 8-м году с севера двинулась другая волна. Народы моря, те самые, что уже стерли с карты Хеттскую империю, шли по суше и по воде. За ними дымили руины Угарита, Алашии, всего сирийского берега. Египет оставался последним. Разведчики Рамзеса считали паруса на горизонте. Рамзес ждал их в дельте Нила, заранее расставив ловушку. Египетский флот перекрыл протоки. Береговые отряды встали на обоих берегах. Когда корабли народов моря вошли в каналы, они оказались в тисках. Лучники с двух сторон, египетские суда впереди. Большинство так и не вышли обратно в открытое море. На западном берегу Нила вырастали стены нового храма. На первом пилоне Мединет Абу-Мастера вырезали морское сражение с такой точностью, что были видны разные типы кораблей. Рамзес не строил гробницу, он строил аргумент. Каменный, рассчитанный на тысячелетия вперед. На 11-м году ливийцы вернулись. Западные форты зажгли сигнальные огни, и армия снова вышла из Мемфиса. Вторая кампания оказалась короче первой, но жестче. Больше 2000 пленных. Разгромленный авангард, огромные стада. Западная граница замолчала на долгие годы. Рамзес вернулся в Мемфис победителем. Войны кончились. Нубия слала золото. Сирия слала ткани. Пунт слал ладан и слоновую кость. По Нилу шли груженые суда. В Фивах поднимались новые храмы. Рамзес раздавал земли богам и жрецам. Видел страну богатой и спокойной. Казалось, этот мир будет длиться вечно. Но в гаремном крыле уже горели лампы дольше обычного.
Большой папирус Харриса. 40 метров, больше 1100 строк. Писцы перечисляли туда все, что Рамзес дал богам за 31 год. Скот, золото, землю, суда, людей. Это был не просто отчет. Это было свидетельство праведности царства, зафиксированное на папирусе. Сегодня он хранится в Британском музее. При его дворе служили тысячи людей – визири, военачальники, жрецы, писцы, послы. Залы не пустовали, казна была полна, музыканты играли во дворах под открытым небом. Государственный механизм работал отлаженно и привычно день за днем. И внутри него, невидимые снаружи, уже начали двигаться другие шестеренки. Гаремное крыло занимало отдельный угол дворца, вход только для избранных. Женщины здесь были разного происхождения, с разными сыновьями и разными надеждами. По ночам лампы горели дольше, чем нужно. За запертыми дверями шептались и передавали записки. Умение ждать годами здесь было таким же оружием, как нож. 31 год, 2 ливийские войны, разгром народов моря, Мединет Абу, папирус Харриса. Историки называют его последним великим фараоном нового царства, и они правы. Но именно то, как закончилось его правление, сделало Рамзеса знаменитым по совершенно другой причине. Мы уже знаем, чем это кончилось. Теперь вопрос другой. Почему? К 29 году залы стали менее многолюдными. Не заброшены, просто изменились по духу. Великие победы остались далеко в прошлом. Казна начала давать сбои. Рамзес состарился так, как стареют все правители. Незаметно для себя, но очень заметно для тех, кто уже давно ждал перемен. Год 29. Работники царского некрополя в Дейр-эль-Медине отложили инструменты. 2 месяца без зерновых пайков вытолкнули их к воротам заупокойных храмов с одним требованием – плади. Писец записал их слова на черепке. Этот черепок сейчас лежит в Турине. Первая задокументированная забастовка в истории человечества. Пебекамин видел эти цифры каждый день. Зерно опаздывало, жрецы получали меньше обещанного, система давала сбои там, где раньше работала безупречно. Ничего катастрофического, просто неуклонное давление на привычный порядок. Достаточно, чтобы люди начали задавать вопросы, и кое-кто решил искать ответы в другом месте. Царица Тие не была главной супругой. Ее сын Пентауэр не был наследником. Между ней и троном стоял весь установленный порядок престолонаследия. 40 лет при дворе. Достаточный срок, чтобы выучить этот порядок наизусть. И достаточно долго, чтобы разглядеть в нем пустоты, о которых другие не догадывались. Пентауэр был одним из многих сыновей Рамзеса. Не первым, незамеченным. Он наблюдал за коронным принцем из боковых проходов. Его мать наблюдала за ним. Однажды вечером она объяснила сыну, что именно предлагает. Выбор, который ему предстояло сделать, не имел пути назад. Из царской библиотеки исчезли папирусы с текстами запретных ритуалов. По ночам в закрытых комнатах лепили восковые фигурки и произносили над ними слова. Заговорщики верили в магию не меньше, чем в ножи. Следствие позже обнаружит папирусы Ли и Ролан. Они станут документальным доказательством умысла, хотя сами ритуалы ни на что не повлияли. Сеть расширялась тихо, по одному, по двое. Надзиратели гарема, офицеры, дворецкие, писцы. У каждого была своя обида или своя амбиция, достаточной, чтобы поставить имя рядом с именем заговорщика. Когда список закрылся, в нем стояло больше 40 имен. Это была уже не тайна двоих. Это была организация. Пебекамин был координатором. Его должность позволяла бывать везде, не вызывая лишних вопросов. Визиты в гаремное крыло выглядели как служебная необходимость. Встречи как административная рутина. В судебном папирусе его имя заменено на ненавидимый Ра. Судьи знали, кто стоит за этим именем, и хотели, чтобы все об этом помнили.
По ночам в запертых комнатах фигурки лепились из воска. Слова из украденных папирусов читались над ними шепотом. Ритуал должен был ослабить защиту фараона. Когда следователи обнаружили эти папирусы позже, они стали доказательством умысла. Но исход дела решил не воск. Для этого была припасена другая вещь. К 30-му году все было готово, больше 40 участников. Ритуалы проведены, пути внутрь известны, охрана согласована. Осталось выбрать ночь. Судьи, которые позже разберут это дело, назовут его одним из самых дерзких преступлений в истории Египта. Но тогда, в ту ночь, этого еще не знал никто. Ночь была выбрана, но мы не знаем точной даты. Судебный папирус ее не называет, только последствия. Заговорщики собрались. 31-й год правления Рамзеса III подходил к концу. То, что происходило внутри дворца в те часы, осталось без очевидцев, которые захотели бы говорить. Они знали расположение покоев и знали смены охраны. Среди 40 заговорщиков были люди с доступом к внутренним комнатам, возможно, не один. Дверь открыли изнутри. Система защиты фараона сработала против него самого. Те, кто должен был охранять, провели тех, кто пришел убивать. Судебный папирус описывает обвинения и приговоры, но не то, что произошло в ту ночь. 3000 лет, самые важные несколько минут, оставались пустым местом в истории. Имена убийц были известны, имя жертвы тоже, но один вопрос оставался без ответа. Выжил ли Рамзес после того удара? До рассвета дворец уже знал. Камергер, стража, визирь. Все пришло в движение. 31-й год правления закончился, и вместе с ним целая эпоха. На трон поднялся законный наследник, не тот, кого выбрала Тие. Заговор достиг своей цели или провалился. Это зависело от одного ответа, которого тогда не знал никто. Аресты начались до того, как взошло солнце. Список из 40 имен: пибикамен, надзиратели гарема, офицеры, дворецкие, писцы. Некоторых брали прямо в постелях, другие пытались уйти. Сеть оказалась достаточно широкой, чтобы накрыть всех сразу. Протокол составляли прямо во время арестов. Рамзес IV стал фараоном. Государство продолжило работу, ритуалы, суды, посольства шли своим чередом, как будто ничего не произошло. Первым указом нового правления была учреждена судебная комиссия. Больше 40 обвиняемых ждали приговора, среди них Пентауэр, сын убитого фараона. Страна ждала своего часа. Судебный папирус Турина – единственный полный судебный документ, дошедший до нас из Древнего Египта. 3 трибунала, больше 40 обвиняемых, имена намеренно изменены на оскорбительные прозвища навсегда. Папирус показывает не только приговоры, но и то, как египетское правосудие работает, когда само государство становится жертвой. 4 высокопоставленных получили право умереть собственными руками в отдельной комнате, без свидетелей. Другим отрезали нос и уши. Некоторым-то и другое, а затем ослепили. Женщин гарема, причастных к заговору, казнили вместе с осужденными мужчинами. Пентауэр ждал отдельного решения. В папирусе его называли просто «тот, кого также зовут Пентауэром», без единого из прозвищ, данных остальным. Ему позволили умереть без казни, без обрядов, без защитных текстов. Тело завернули в козью шкуру. В египетской вере это было вторым убийством, стиранием из вечности. Суд завершился. Больше 40 осужденных. Казни, увечья, имена стертые и замененные проклятиями на века. Судебный папирус был запечатан. Новый фараон укрепил власть. Один главный вопрос остался без ответа. Умер ли Рамзес в ту ночь или позже? Этого не знал никто. 3000 лет.
Рамзес IV немедленно заказал большой папирус Харриса. 40 метров, 1100 строк о справедливости, дарах и победах отца. Самый длинный документ из Древнего Египта, написанный ради достойного погребения отца и одновременно ради укрепления собственного правления. Официальная версия того, кем был Рамзес III. 70 дней, 4 канопических сосуда, льняные пелены, амулеты, бальзамировщики сделали все по правилам. Но горло было перемотано плотнее обычного, и рядом с мумией оказался отдельно завернутый большой палец правой ноги. Они знали, что скрывают. Упаковали это вместе с телом и запечатали все внутри гробницы. 3000 лет. Долина царей была разграблена, забыта и найдена заново. В 1881 году египтолог Гастон Маспера спустился в тайник Дейр-эль-Бахри. Там лежало больше 50 царских мумий, собранных жрецами из разграбленных гробниц в одном месте. Среди них был Рамзес III. Мумию доставили в Каирский музей, где она лежала в саркофаге, изученная, описанная, каталогизированная. Горло перемотано плотнее обычного, палец завернут отдельно. Любопытные детали, которые отмечали в протоколах и откладывали в сторону. До 20 века не существовало инструмента, чтобы заглянуть внутрь бинтов. В 2012 году Захи Хавас организовал томографирование мумии. Результат не оставил сомнений. Под плотными повязками на горле была рана глубиной 3 сантиметра и шириной 7. Трахея и пищевод полностью рассечены. Рамзес III был убит. Такая рана несовместима с выживанием. Он умер в ту ночь. В том же тайнике лежала еще одна мумия без гроба, без обрядов, в козьей шкуре. Лицо застыло в гримасе боли. Анализ ДНК того же года подтвердил. Это сын Рамзеса III. Признаки смерти от удушения. Козья шкура. Неизвестный мужчина Е. Через 3000 лет его опознали. Это был Пентауэр. Статья вышла в британском медицинском журнале в 2012 году. Убийство подтверждено, личность Пентауэра подтверждена. 3000 лет молчания закрыты одним томографом и одним анализом ДНК. Одно из старейших нераскрытых убийств в истории наконец получило ответ. Мединет Абу Стаид. Это лучший сохранившийся храмовый комплекс Древнего Египта. На стенах рельефы его побед. Битвы с народами моря, ливийские войны, 31 год официальной истории, высеченной в камне. Он построил все это и умер с перерезанным горлом в своей спальне. Монумент пережил человека. После него было еще 8 фараонов с именем Рамзес. Ни один не обладал его властью. Египет раздробился. Жрецы Амона установили собственный контроль над Фивами. Новое царство закончилось через несколько поколений после смерти Рамзеса III. Последний великий фараон умер в постели с перерезанным горлом, и эпоха ушла вместе с ним. Судебный папирус хранится в Турине. Большой папирус Харриса лежит в Лондоне. Томографические снимки архивированы в Египте. Мумия Рамзеса III находится в Каирском музее. Мединет Абу стоит к западу от Луксора. Свидетельства одного убийства разбросаны по 3 континентам. Но история одна. Человек убит. Убийцы найдены. Тело все подтвердило. Один вопрос оставался открытым для нескольких поколений египтологов. Был ли Рамзес жив во время суда? Умер ли он от раны в ту же ночь или позже? Документы молчали. Ни судебный папирус, ни папирус Харриса не давали ответа. Для этого нужен был другой вид свидетеля, тот, кто не умеет лгать. Рана, которую показала томографирование, несовместима с выживанием. Трахея и пищевод полностью рассечены, крупные сосуды повреждены. Без современной хирургии. От нескольких секунд до нескольких минут. Рамзес III умер в ту ночь. Суд над заговорщиками вел уже другой фараон, его сын Рамзес IV.
Мумия несет в себе свидетельство гибели хозяина. Горло перемотано плотнее обычного, палец завернут отдельно. Бальзамировщики запечатали все это внутри царского погребения, и 3000 лет это ждало. Томограф 2012 года вскрыл упаковку и прочитал то, что было внутри. 8 из 9 маркеров ДНК совпали. Отцовство подтверждено с высокой вероятностью. Имя в судебном папирусе, ДНК в тайнике, гримаса на мумии без гроба. Пентауэр опознан через 3000 лет после того, как его имя стерли из всех документов. Статья в британском медицинском журнале закрыла дело окончательно. Убийство Рамзеса III не просто дворцовый заговор. Это конец эпохи. Последний военный фараон нового царства убит внутри собственного дворца людьми, которых знал лично. 40 человек согласились участвовать. Многие имели доступ к покоям, охрана была куплена изнутри. Так выглядит система, которую разбирают свои же. Убийство произошло внутри системы, построенной именно для того, чтобы его предотвратить. Многоуровневая охрана, изолированные покои, документация всего. И все же 40 человек нашли путь внутрь. История Рамзеса III шире, чем просто убийство. Это рассказ о том, как власть создает собственную слабость. Исследования продолжаются. Новые раскопки, новые остроконы, новые методы анализа. Томографирование 2012 года ответило на главный вопрос. Но за 40 именами в папирусе стоит 40 историй. Жрец, надзиратель, офицер, писец. У каждого была своя причина. Папирус хранит имена. Наука продолжает задавать вопросы. 31 год, 3 войны, Мединет Абу, папирус Хариса, судебный папирус, неизвестный мужчина Е, томограф. Каждый из этих предметов отвечает на вопрос об одном человеке. Фараон, остановивший 3 армии, не смог остановить 40 человек внутри собственного дворца. Это подтверждают документы, наука и мумия. Мединет Абу принимает посетителей каждый день. Египетские школьники изучают историю Рамзеса в классе и потом видят его рельефы вживую. Стены несут его имя без изменений 3000 лет. Он хотел, чтобы его помнили, его услышали. Убийство не вычеркнуло его из истории. Наоборот, сделало самым задокументированным делом в египтологии. Рельефы Мединет Абу, острокон из Дейр-эль-Медины, судебный папирус в Турине, папирус Хариса в Лондоне, томографические снимки и протоколы ДНК. Каждое свидетельство отвечает на часть вопроса. Вместе они дают картину одного события точнее, чем практически любое другое в древней истории. Убийство подтверждено. Убийца установлен. Судьба всех причастных задокументирована. 3000 лет это было самым холодным, нераскрытым делом в истории. Теперь оно закрыто. Фараон убит. Суд состоялся. Монумент стоит. Мумия лежит в музее. Папирус хранит имена всех, кто был в той комнате той ночью. Ночью Мединет Абу выглядит иначе. Туристы ушли, путеводители закрыты. Остались только камень и звезды. Те же самые, что смотрели на этот двор в ту ночь, когда Рамзеса нашли. Горло перерезано. 40 арестованы. Папирус написан. Мумия завернута. Небо над всем этим не изменилось. Судебный папирус закрывается официальной формулой. Гробница Рамзеса III открыта в долине царей. Его мумия в Каирском музее. Каждая часть этой истории задокументирована дважды. Сначала, когда происходило, и снова, когда была обнаружена через 3000 лет. Мало какое событие оставило такое двойное свидетельство. Огонь гаснет. История рассказана. Мединет Абу стоит на западном берегу Луксора. Судебный папирус лежит в Турине. Мумия лежит в Каире. Каждое утро над долиной царей встает то же самое солнце, которое светило тогда. Если вам интересны такие истории, подписывайтесь на канал. Следующее дело уже ждет.